السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا درس جديد، ونحن نبدأ من التدريبات. الجملة الأولى نترجم переводим. Это ручка учителя. هذا قلم الأستاذ. هذا قلم الأستاذ. Еще раз. هذا قلم الأستاذ. Где книга сестры? Где книга сестры? На русском мы можем сказать так, да? Где сестры книга? Где сестры книга? Но в арабском языке, когда мы будем переводить, у нас порядок должен быть такой. Книга сестры. Переводим. نترجم. أين كتاب الأخت؟ Медленней. أين كتاب الأخت؟ أين كتاب الأخت? Представляйте всегда эту ситуацию, да, что вы действительно спрашиваете такой вопрос. أين كتاب الأخت? Куда ушла мама Ахмада? Куда ушла мама Ахмада? نترجم. Итак, أين ذهبت أم أحمد؟ أين ذهبت أم أحمد؟ أين ذهبت أم أحمد؟ Где машина Ахмада? Где машина Ахмада? Где машина Ахмада? نترجم. أين سيارة أحمد؟ أين سيارة أحمد؟ أين سيارة أحمد؟ Ручка студента на столе учителя. Переводим. Ручка студента на столе учителя. قلم الطالب على مكتب الأستاذ. قلم الطالب على مكتب الأستاذ. قلم الطالب على مكتب الأستاذ. Мой папа болен. У него болит голова. Машина папы сейчас перед домом. Какая-то такая ситуация, да? Отлично. Получается. أبي مريض. أبي مريض. أبي مريض. عنده صداع. عنده صداع. Те, кто перевели
у него боль в голове, тоже можно. Андаху алям фирас. Как бы понятно. Но суда это и есть, собственно говоря, головная боль, да, или же мигрень. Андаху суда. سيارة أبي الآن أمام البيت. سيارة أبي الآن أمام البيت. طيب. И наша новая тема. Тема у нас сегодня о еде. Таам переводится как еда. Таам. Таам. Таам – это еда. Итак, нам понадобятся тетрадки, ручки. Когда мы записываем новое слово, обязательно записывайте пример. Хотя бы один. هذا طعام أحمد. هذا طعام أحمد. Переведите. Все верно. Это еда Ахмада. Это один пример. Вы же можете составить несколько примеров. Будет здорово, если это будет как письменный, так же и устный. Следующее слово у нас хобз. Хобз – это хлеб. Хобз. Конечно, в каждой стране у какого-то определенного хлеба может быть свое название, да? Например, в Египте, я помню, они ели аэш. Аэш, он похож на питу. Есть такой хлеб пита, да, это такая лепешечка, в которой внутри пустое пространство, да, иногда ее разрезают и делают таким образом бутерброд. Также и в Египте делают. Этот хлеб называется аэш. Но вообще слово хлеб – это есть хобз. Хобз. Допустим, если вы, представьте, что вы находитесь где-то в арабской стране, и вы хотите найти хлеб, да, и вы спрашиваете, айна хобз? Или же уриду хобзен. Уриду хобз. Масалян. И вам, я думаю, что покажут. Масалян. Аль-хобзу аля тауиля. Аль-хобзу аля тауиля. Аль-хобзу аля тауиля. Переводим. Хлеб на столе. Следующее слово у нас ма. Ма. Ма – это вода. Ма. Еще в разговорной речи, да, вы можете услышать такое слово не ма, а майя. Майя. Вообще, как мы знаем, разговорная речь, но я думаю, это по причине гамзы, так как ма сложнее произносить, нежели майя. Разговорная речь, она любит облегчать, да, это такая ленивая, собственно говоря, речь, майя. И они часто в разговорной речи используется не слово ма, а майя. Поэтому если вы услышите слово майя, это значит слово ма. Если вы скажете ма, всем абсолютно будет понятно, что вы хотите сказать или что вы хотите. Допустим, такое слово аль-ма филь-бейт. Аль-ма филь-бейт. Переводим. Вода дома, да? Вода дома. Следующее слово у нас халиб. Халиб – молоко. Халиб. Халиб. Давайте рассмотрим следующее предложение. Здесь я сразу дам подсказку. Или, в принципе, она уже здесь есть. Это слово «саляджа». «Саляджа» зеленого цвета. Это слово означает холодильник.
Вот теперь переведите предложение. الحليب في الثلاجة. الحليب في الثلاجة. الحليب في الثلاجة. Молоко в холодильнике. Следующее слово у нас слово факиха. Факиха переводится как фрукт. Факиха. Однако очень часто используется слово факиха в значении, допустим, как фрукты. Например, я хочу сказать, я хочу фрукты. Я скажу «Ана уриду факиха». Во множественном числе слово факиха будет фаваких. Фаваких. Факиха – это фрукт. Однако, допустим, я могу спросить у продавца «Айна факиха», подразумевая не где фрукт, а где фрукты. «Айна факиха». أي فاكهة أي فاكهة تحب أي فاكهة تحب. Переводим. У вас же здесь есть подсказка. أي есть какой. أي فاكهة تحب. Какой фрукт ты любишь? Или же вместо слова тухиббу можете сказать тухиббина. А в разговорной речи я думаю, что те, кто проживает, они заметили, что классический вариант анти тухиббина они не используют фактически, да, они говорят точно так же, как и для анта в разговорной речи. أي فاكهة تحب أي فاكهة تحبين. Следующее у нас слово лахм. Лахм. Лахм – это мясо. Лахм. Лахм – это мясо. Масалян, здесь я подскажу. هذا لحم بقر. هذا لحم بقر. Попробуйте сначала перевести или сказать свое мнение по данному приложению. هذا لحم بقر. Лахм бакар – это есть говяжье мясо. То есть, если вы придете в магазин и вам нужно будет говяжье мясо, вы скажете «Уриду лахм бакар». «Уриду лахм бакар». Лахм бакар – это есть говяжье мясо. Следующее у нас слово – это слово даджадж. Даджадж – это есть курица. Даджадж. Даджадж. И это слово, собственно говоря, используется в различных кафетериях, в ресторане. Например, очень популярный даджадж макли. Макли зеленого цвета переводится как жареная курица. Такое предложение. Переведите. أنا أحب دجاج المقلي. أنا أحب دجاج المقلي. Получается, я люблю. Можно, кстати, «ана» здесь не использовать. Сразу «ухиббу даджадж аль-макли» – жареную курицу. Следующее слово у нас – это слово «самак». Самак. Самак – это есть рыба. Точно так же можем сказать «ас-самак макли» – жареная рыба. Здесь же такое приложение. «Ас-самак фин-нахр». «Ас-самак фин-нахр». Нахр – это есть река. Нахр – река. Самак фи нахр. Переведите предложение. Рыба в реке.
Вы же можете усложнить, да, предложение, сказать, например, красивая рыба в реке, да, например. السمك جميل في النهر. Например, кто-то увидел там красивую рыбу, такую-нибудь золотую. Следующее у нас слово – это слово «ароз». Ароз. Ароз – это рис. И здесь опять хочу сделать такую заметку. Когда в студенческие годы мы говорили не «аруз» в разговорной речи, а «орз». «Орз». Как обратите внимание, да, огласовки, они немножко изменены. «Орз». «Орз». Получается на алиф дамма и на ра сукун. Вы же можете записать себе и рядом поставить еще, да, второй вариант. Аруз, орз. Орз джамид, джамиль, джаед, то есть джаед. Орз джаед. Хороший рис. Орз джамиль тоже. Кстати, слово джамиль, оно не всегда может использоваться в арабском языке, как только слово красивое, да? Оно также может использоваться в значении как что-то вроде как хорошо, как бы очень хорошо. Орз джаед. Следующие слова – это слово суккар и слово мельх. Два разных слова. Суккар – это сахар, мельх – это соль. Суккар, мельх. Давайте рассмотрим такое предложение. Аль-мельху калиль. Калиль – мало. Калиль – мало. Васуккар касир. А сахара много. ملح قليل وسكر كثير. ملح قليل. Соли мало, وسكر كثير. Сахара много. Значит, слово калиль – мало, касир – много. Следующие слова у нас это слово шай, кахва. Шай у нас, я думаю, многие догадались, это чай. Кахва – кофе. Кахва. Шай, кахва. Например, да? Кто-то задает вам вопрос. ماذا تريد شايا أم قهوة? В разговорной речи, конечно, здесь будет окончание так проглатываться, да? شاي أم قهوة. ماذا تريد شاي أم قهوة? ماذا تريد شاي أم قهوة? Попробуйте повторить также. Представьте, что вы задаете кому-то данный вопрос. К вам пришел гость, гостья, и вы задаете вопрос. ماذا تريد? ماذا تريدين? شاي أم قهوة? Отлично. Дальше, конечно, нам нужно познакомиться с такими глаголами, как акаля ва шариба. Сегодня мы познакомимся только с глаголом акаля, а шариба будет во второй части. Итак, акаля переводится как кушать, есть. Мы с вами сейчас рассмотрим спряжение данного глагола в единственном числе. То есть только ана, анта, анти, хуа, хия. Остальное вы должны доделать дома самостоятельно. Ана акальту лахм. Например, ана акальту лахм. Я ел мясо. Анта акальта. Ты ел. Анта акальта. Анта акальта даджадж. Анти. Анти акальти. Ты ела. Анти акальти مثلا سمك. أنت أكلت السمك. هو أكل تفاح. هو أكل تفاح. هي أكلت برتقال. هي أكلت برتقال. برتقال апельсин. Такой мини-диалог. هل أكلت السمك؟ هل أكلت السمك؟
لا لا ما أكلت لا ما أكلت. طيب. И теперь, конечно, в настоящем времени. Она. И обратите здесь внимание на написание алифа, да, он такой у нас удлиненный. Она кулю. Не просто акулю, а кулю. Она кулю. Я ем. Например, أنا آكل لحم. أنت تأكل الدجاج. أنتِ تأكلين. А здесь смотрите. قليل. أنتِ تأكلين قليلا. Ты кушаешь мало. أنتِ تأكلين قليل. Или же قليلا. قليلا. По грамматике قليل в разговорной речи. هو يأكل. Он ест. هو يأكل. Он кушает. هي تأكل. Она ест. И она кушает. Если кто-то вам задал такой вопрос, ماذا? То давайте чуть позже сначала рассмотрим приложение. أنا آكل تفاح. Переводим. Я ем яблоко. Отлично. И вопрос вам. ماذا أنت تأكل? ماذا أنت تأكل? Или же ماذا أنت تأكلين? Что ты ешь? Это может быть как в настоящем времени, в данный момент вы что-то кушаете, и вам задают такой вопрос. ماذا أنت تأكلين? ماذا أنت تأكل? Или же это может быть как бы даже общий вопрос. Ну, что ты обычно кушаешь, да, в таком значении. Я могу сказать أنا أكل الدجاج واللحم والأرز مثلا. حسنا. هكذا انتهى درسنا. Таким образом закончился наш урок. Желаю вам хороших уроков. И ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.